Я каждый день получаю десятки вопросов в духе: «Наталья, а такое решение в интерьере в моде? А вот такие двери в тренде? А вот этот диван? А вот эта плитка актуальна? А что вы думаете по поводу этого цвета стен?» Я очень долго сопротивлялась этой теме, потому что, как мне кажется, большинству эти тренды только задурманивают ум. А текущее положение вещей в мире как нельзя лучше обличает пустоту всех этих тем и заставляет вспомнить о главном. Но про мое мнение будет сказ через несколько минут, а сначала я хотела бы утолить жаркий интерес всех тех, кому интересны тренды в интерьере, а уже потом мы порассуждаем, как нам жить в этом беспрестанно меняющемся мире, не теряя психического равновесия. Сначала пробежимся по актуальному на 2020 год. Значит, сейчас в тренде арочки. Интерьерная мода предлагает нам всем, сбившись в стаю как тунец, двигаться в сторону арок и гнуть на своем пути все, что не попадя. Все изгибаются как могут, не только в интерьере, но и в графическом, и в предметном дизайне, и даже художники нещадно гнут свои полотна в арочке. На самом деле никаких серьезных причин оставлять этот тренд надолго нет. Если раньше это был необходимый конструктивный элемент, то сейчас это скорее воспоминание об этой форме или ее переосмысление. В тренде терраса – это разноцветная каменная крошка, как в Доме культуры имени Ленина, только терраса. Но она более разноцветная и разнообразная для оптимистичных натур. Этот тренд на самом деле очень многим нравится, как смотрится вот такая плитка или вот такая вот поверхность, текстура. У меня есть клиенты, которые с удовольствием подхватили этот тренд, и я подобрала им в интерьер подушки, террацию и плитку, и посуду. Все это ушло к ним в дизайн-проект. Можно сделать классный mid-century интерьер вот с такой вот плиткой. В общем, если вам нравится этот тренд, вы можете сделать достаточно нейтральный интерьер, но придать ему единение с помощью таких вот террацио элементов и каких-то других цветных элементов неправильной формы. И если вам этот тренд надоест, вы сможете это легко поменять. В тренде цветные стекла, цветные перегородки в душевых, цветные зеркала, дихроическая пленка и дихроические стекла. Меня этот тренд на самом деле очень забавляет, но я пока не могу найти поставщиков, которые бы делали такое вот дихроическое стекло без пузырей. Все равно допускают какие-то небольшие пузырики и неровности в процессе изготовления, что означает, что надо пока подождать. С недавнего времени в тренды врывается венская соломка, из которой делают мебель, из которой делают фасады и настенные панели. Это очень и очень традиционное плетение. Лично мне это совсем не близко, но я видела, что очень многие с энтузиазмом и увлечением эту текстуру подхватили и применяют ее в своей работе, в своих интерьерах. Ну и по версии одного из институтов цвета, цвет этого года классический синий. Каждый год, когда я слышу эту информацию, я совершенно не понимаю, что мне с ней нужно делать. Мне нужно предлагать клиентам только классический синий в этом году, а в следующем только какой-то другой цвет? Я каждый год узнаю об этой новости против своей воли, потому что эту новость все репостят и все обсуждают, но я совершенно не понимаю, как это может быть применимо в сфере интерьера. Интерьер может проектироваться и полгода, если это большой объект, может проектироваться и год, реализовываться год и больше, и за это время цветом года выберут уже какой-нибудь другой. И вот вы только что сделали себе ремонт, и все, вы уже не в тренде. Получается, пока вы бежите за трендами, тренды убегают от вас. Все тренды, которые я сейчас перечислила, это приходящие и, соответственно, уходящие. В общем, долго не задержатся. Это не фундаментальные детали. Берите эти тренды себе на заметку только в случае, если они действительно вас вдохновляют и радуют. И не следуйте им только потому, что это тренды, и если чувствуете, что это совершенно не ваше. Вот как я, например, сидела и мечтала, когда же в моду вернутся джинсы и брюки с высокой посадкой, потому что мне всегда они казались очень красивыми и удобными. И вот они вернулись, и сейчас их уже многие производят, и их уже реально купить. И я подхватила этот тренд. В интерьере у вас должна быть примерно такая же логика. Вы подхватываете тот тренд только в случае, если он вам сам по себе очень нравится, а не потому, что он тренд.
Во всем остальном у вас должна быть абсолютная устойчивость к любым рекомендациям извне. Очень хорошо, если у вас есть сформированный и достаточно стабильный вкус в какой-то другой визуальной сфере, например, в одежде. Вам тогда будет легче. Вот я сейчас поделюсь с вами своими наблюдениями. Я заметила, что люди, которые склонны носить спокойную, простую, однотонную, нейтральную одежду, чаще выбирают минимализм. Я могу себя отнести к этой категории. У меня философия одежды такая. Одежда должна быть однотонной и без принтов, так ее легче друг с другом сочетать. А на нюансный подбор одежды по полутонам рисунков и паттернов у меня нет ни желания, ни времени. На одежде не должно быть видно брендов. Обеспеченных людей никакими брендами не удивишь, а вот менее обеспеченных только оттолкнешь и смутишь. Поэтому одежда должна быть простой, качественной и стильной. Лого бренда должно быть очень маленьким, очень скромным, а лучше, чтобы оно было вообще незаметно и отсутствовало. Это необходимо для того, чтобы у собеседника в голове не возникало никаких мыслей по поводу стоимости одежды, в которой человек сейчас находится. На мой взгляд, эти мысли ненужные и лишние в общении. Поэтому точно такие же предпочтения отражаются и в интерьере, в котором я живу. Есть совершенно другие люди, которые любят мелкие узоры. Например, носят рубашки с вишенками, рисуют каких-нибудь бабочек на ногтях. Они покупают, например, чехол для телефона с мелкими узорами или пальто с мелким паттерном. Очень часто переносится вот эта любовь этих людей к мелким деталям в интерьер. И что интересно, когда они видят какой-нибудь спокойный и ровный минималистичный интерьер, им кажется, что это холодный и нежилой интерьер без души. Вот как-то так устроено их восприятие, что им очень сильно нравится наполнение мелкими деталями, и они никогда не полюбят эту нейтральную, сакральную тишину и пустоту минимализма. Такие люди всегда будут радоваться какой-нибудь цементной плиточке с мелким узором, или их может порадовать глазурированная плитка на фартуке необычных форм. Они скорее порадуются какому-нибудь принту на обоях, подушках или шторам с интересным повторяющимся паттерном, который можно будет рассмотреть только если вот так вплотную подойти. В общем, их радует решение, абсолютно противоположное минимализму. Есть люди, которые любят классику всей душой. Я никогда не забуду случай, как мы общались с заказчиками, и заказчица была одета в классику, но с усиленным добавлением роскоши в аксессуарах. Я сижу и думаю, что, наверное, они сейчас попросят меня сделать какой-нибудь вот такой интерьер. А она говорит: Наталья, вы знаете, нам нужен минимализм. Я так удивилась, думаю, ничего себе, какой интересный случай. Но потом я посмотрела подборку интерьеров, которые ей понравились, и поняла, что на самом деле люди хотят просто такое облегченное, неперегруженное барокко. Именно с тех пор я не опираюсь в обсуждении с заказчиками на название стилей, а в первую очередь смотрю на референсы. Я, кстати, заметила, что женщины с длинными ногтями, иногда заостренной формы, которые любят классическую одежду, очень часто тяготеют к ар-деко. Иной маникюр, кстати, не говорит об обратных предпочтениях, но именно вот такие вот вкусы в маникюре могут дать наводку. Есть люди, которые одеваются очень ярко, очень броско, с обилием цвета, и таким людям очень часто хочется этого цвета и в интерьере. У меня такое ощущение, что им нравится ощущать на себе вот это цветовое воздействие. Видимо, это зачем-то нужно их психике. Возможно, это как-то их тормошит, бодрит, стимулирует, не знаю. Хотя я видела некоторых, которые говорили, что я одеваюсь ярко, но интерьер хочу спокойный. Так что, хоть совпадения бывают, это не аксиома. Да и в принципе ничего из перечисленного здесь не аксиома. Однако я привожу все эти наблюдения лишь для того, чтобы вам, возможно, было чуть легче понять себя и свои вкусы. И если они у вас постоянны, то с большой долей вероятности ничего не поменяется, в том числе и после ремонта. В принципе, такое бывает, что иногда люди во время ремонта развивают свой вкус, и сначала они хотят одно, а потом думают, что лучше было бы сделать что-то построже, поупорядоченнее, а после ремонта им хочется вообще чистоты, стерильности и минимализма. Так что тут спешить не стоит, лучше насмотреться повнимательнее.
На самом деле интерьер – это отражение нашего внутреннего мира. Поэтому, если вы не знаете, что хотите видеть вокруг себя и лишь слепо следуете трендам, то вполне вероятно, что вы не слышите себя настоящего. Я общаюсь с очень разными людьми об их вкусах. И с клиентами, и с курсовчанами, которые обучаются на курсе. И читаю ваши комментарии в YouTube и в Инстаграме. И вижу, что ситуация, когда человек не понимает, чего он хочет, когда ему нравится все и зачастую иногда противоположное, когда он не может определиться во вкусах и понять себя, встречается очень и очень часто. И именно для таких людей и придумывают вот эти микротренды. Но есть тренды, которые остаются на долгие годы, и я бы выделила два таких направления. Вечная классика. Многие-многие века европейская культура говорила нам, что самые красивые – это римские ордера, что гармония, монументальность, карнизы, филенки, канилюры и лепнина – это признак достатка. Поэтому еще очень и очень долго ощутимая часть людей будет хотеть себе околоклассические интерьеры или интерьеры с классическими элементами. Это никуда не денется, таков наш культурный контекст. Хотя медленно этот культурный контекст и этот тренд будет превращаться в минимализм. Минимализм не только как визуальный тренд, но и как философия жизни. Повсеместный отказ от излишеств, рациональное использование ресурсов природы, устойчивое развитие. Наши дома будут становиться все меньше, но они будут более рациональны. Люди будут меньше готовить, меньше ходить в магазины, чаще пользоваться доставками, облачными кухнями, покупать меньше одежды. Интерьеры не будут кричащими, они будут более нейтральны, функциональны, но очень технологичны и практичны. Уже мало кто хочет себе большой дом с огромным штатом прислуги, которая будет сплетничать за спиной хозяина, зато дом с умными девайсами, автоматизацией, роботом, уборщиком и технологическими наворотами хотят все больше и больше людей. И интерьер будет подстраиваться под новые технологии, и, как сейчас нам уже сложно представить интерьер с большой библиотекой и, например, буфетом для посуды, так в будущем нам будет тяжело представить интерьер, в который не встроены роботы-уборщики. Люди из-за высокого темпа жизни и информационных перегрузок будут все больше и больше хотеть простоты, тишины и чистых форм, и интерьеры будут логично отражать эти предпочтения в жизни. Ну и что же делать с трендами, вот с этими модными решениями, каким из них прислушиваться, а к каким нет? На мой взгляд, самое лучшее решение – это оказаться в тишине, услышать себя и сделать такой интерьер, в котором будет комфортно именно вам, не обращая внимания ни на какие тренды вообще. Пусть это будет хоть модерн начала 20 века, пусть это будет хоть африканский стиль, хоть поп-арт или даже микс всех трех. Именно вам жить эту жизнь в вашем любимом доме, а не тем людям, которые назначают цвет года, в который всем срочно надо бежать и красить стены. И если ваш интерьер продуман, сделан с душой и со вкусом, он будет актуален и смотреться будет хорошо даже спустя несколько десятилетий. Делитесь этим видео с тем, кого волнует тема трендов, поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!